Дождались топ-5 ТВ-боксов дороже 100 баксов на зиму 2022 года. Немножко рокировочки, немножко новые участники, немножко старые. И будем сейчас разбираться, что же мы там с вами такое получили в 2022 году, вернее в его начале. На канале Технозон. Кстати, это из Китая. Поехали. Мы сейчас на главной странице моего канала, и здесь вот видите, акция у нас есть, это розыгрыш на момент съемки Xbox Series 2 Nvidia Shield 2019 Pro, и там уже еще какой-то TV Box X разыграем. Короче, подписывайтесь, тут просто нужно быть подписчиком, ну и конечно же ссылки на условия акции, на полные лежат там в описании под видео. Также ссылки на обзоры всех тех TV боксов, которые мы сегодня будем разбирать, тоже в описании под видео, и ссылки на проверенных продавцов. Что хочется отметить. Будем идти по ходу, да, сейчас объяснять, но перед этим подписывайтесь, нажимайте колокольчик, про акцию я уже сказал. Что хочется отметить, что у нас будет два внетоповых места, а на пятом месте на сегодняшний день у нас X88 King. Вернулся в топ, все-таки 922 процессор у нас за $105 не предлагает никто, с учетом того, что сюда можно накатить, например, прошивочку Slimbox или какой-нибудь порт от Yugus. Ну, короче, приставка действительно стоящая, 4 на 128, Samsung памятью, Bluetooth 5, это очень неплохо. Она практически не греется, есть, конечно, некоторые моменты, некоторые колхозят охлаждения. Здесь, тут не стоит не забывать, что здесь 922X, он не на 2,2 ГГц, здесь на 1,7 ГГц, плюс 1,8 ГГц некоторые ядра. Здесь Android 9 стоит, и он отлично подходит для любителей чего-то мощного, для игр Android TV, для Android TV игр. И, конечно же, можно здесь запилить и автофреймрейт в сторонних прошивках. Здесь 1000 мегабитный LAN, 5 гигагерцовый Wi-Fi. Короче, приставочка стоит того, ссылочки в описании под видео, и мы как бы ее рекомендуем как на пятом месте, если у вас хочется чего-то мощного, а денег нет. На четвертом месте у нас серия белинков GS King X и GT King Pro. Я это называю аудиофильские ТВ-боксы. Ну, во-первых, GS King, он в формате NAS сервера. В него можно засунуть 2 3,5 диска форм-фактора 3,5 суммарной емкостью 32 терабайта. И плюс они оснащены, что Yugus, вернее, что Belink GT King Pro, что GS King ЦАПами. Прикольными ЦАПами это ESS DAC ES9018 и Recore RT6862. Плюс в данных ТВ-боксах есть лицензия Dolby Audio DTS Listen, то есть через HDMI можно получить 7.1 звук. ЦАП у нас выводится на 3.5, сейчас я покажу задник, вот. Задник этого всего действия. Здесь вот видите, Hi-Fi Sound, это панель Hi-Fi Sound есть, RCA output, баланс output и, конечно же, внизу уже там есть USB 3.0, SPDIF, HDMI для простого звука, и, в частности для Dolby и для DTS. Отличие King Pro и King X это только лишь форм-фактор, внутри они абсолютно одинаковые. То есть на King Pro у нас просто TV-бокс без внутреннего сервера, без внутренних вот этих вот плюшек в виде жестких дисков. GS King с жесткими дисками, ну и конечно же другой форм-фактор, а лицензии и процы абсолютно одинаковые. На третьем месте у нас Yugus M6 Plus. Да-да-да, третье место. Многие там мне начинают приписывать какие-то вещи, но дело в том, что Yugus затаился. Я жду обновления под Dolby Vision. Dolby Vision будет работать при всех раскладах. Сейчас он отлично работает на Plex. У этого ТВ-бокса, ну, он не нуждается вообще в представлении. Здесь не урезанный процессор 922XJ на 2,2 ГГц. Здесь есть в постру и Dolby Digital, и DTS HD Master Audio, и Dolby True HD. Что здесь еще есть? Здесь есть у нас ускоритель Mali G52. У нас есть Wi-Fi 6 на текущий момент. Это B+, у нас идет уже версия, модификация. Конечно, здесь есть и автофреймрейт, и Wacom LAN, и различные плюшки. То есть это один из самых интересных ТВ-боксов из Китая. То есть у него, если брать китайские ТВ-боксы, то самая лучшая прошивка на рынке. То есть лучшей прошивки именно для Китая нет. Вот просто в Китае других не делают хороших. Здесь есть Bluetooth 5, Формула 4 памяти 4 на 32, но он на третьем месте, потому что есть нечто больше. Тут именно сейчас его, знаете, что держит? Его держит Dolby Vision. Dolby Vision прям сдерживает. Когда получится Dolby Vision, это будет совсем другой разговор. А он будет. На втором месте у нас семейство Zido Z9X, Z10 Pro, тоже, как и белинки, отличаются форм-фактором, основаны на
процессоре Realtek 1619D с Dolby Vision. Также эти ТВ-боксы имеют и Dolby Atmos, и DTS:X, и все форматы Dolby, при этом еще и в декодере, и в пастру, и в чем угодно. И даунсэмплинг до 5.1, допустим, того же Dolby Atmos или True HD. Нативный есть у него шикарный. Дело в том, что я использую Z9X и использую первое место. Там был один спорный ролик, но мы уже дали пояснение по этому моменту, поэтому особо здесь заморачиваться не стоит. Но Zidu это One Love, потому что есть постер Wall, это который фильмы, да, то есть это каталогизатор встроенный, есть у него Music 5.0, это классный каталогизатор музыки, он нативно работает с Samba дисками, с моим NAS сервером, тут у меня вообще вопросов нет. Это классный, это просто классный ТВ-бокс, но это медиаплеер. В нем, конечно же, нет Android TV, хотя сюда можно прикрутить и голос, и поставить Google сервисы. То, как я его использую, это вопрос другой. Я его использую в паре с телевизором LG, Netflix я смотрю на телевизоре LG, YouTube HDR смотрю на телевизоре LG. А фильмы, у меня конкретно Zidu стоит для фильмов и для музыки. То есть я на свой ресивер кидаю музыку именно с него в контейнере DTS. Конечно же, цена у этих боксов, они не дешевые, но тут надо понимать, что вы за это отдаете. То есть ссылочки под видео, посмотрите обзоры, поймете, о чем идет речь. Ну и на первом месте NVIDIA Shield TV 2019 Pro. Бесспорно отличный ТВ-бокс на Android TV, без YouTube HDR, само собой. Тут я сразу говорю, чего нет. Нет SPDIF и YouTube HDR. В остальном всем это универсальный комбайн, один из лучших на рынке, и он тоже не нуждается ни в каком представлении. Проигрывает Dolby. Кстати, слушайте, Zidu же тоже проигрывает Dolby Vision, поэтому вы сможете в Zidu смотреть Dolby Vision фильмы с Dolby Atmos, тут не вопрос. Так же, как и NVIDIA Shield. Dolby Vision, Dolby Atmos имеет не только в пастру Dolby Digital, но и декодер. Декодер, кстати, ребят, многие путают. Вот в Shield есть декодер, а в других нет. Декодер нужен только для стриминговых сервисов. Больше ни для чего декодер не нужен вообще. То есть для ТВ-бокса важнее, если вы смотрите, допустим, что-нибудь из раздачи из интернета онлайн, то там нужен только пастру. Декодер в том случае работать не будет. Это NVIDIA Tegra X1 процессор. Это, конечно же, поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos. Это поддержка NVIDIA Games из коробки. То есть не нужно устанавливать никакое приложение. При этом у него самое широкое меню будет в этом плане. Поэтому этот ТВ-бокс заслуживает внимания. Ссылочки тоже в описании под видео. Он не нуждается в представлении ни в каком абсолютно виде. То есть вы просто его берете и покупаете и наслаждаетесь жизнью. Ну и, конечно же, внетоповые места. Во внетоп вывалился Yugus AM7 и UT8. Объясню почему. Для меня Yugus UT8 и Yugus AM7 это два пока что непонятных бокса. Потому что Yugus AM7, если выбирать между Yugus UT8 и Yugus AM7, я бы выбрал бы UT8. Вот если брать чисто между этими двумя ТВ-боксами. То, что в UT8 есть Android 11 и 64 бит чистых система, это очень круто. Вы можете его использовать для эмуляторов, вы можете его использовать, допустим, я даже его в некоторых моментах приспосабливал под стрим-платформу. Это интересное решение, мне очень интересно, я его еще поэксплуатирую, и я очень жду на этот вот Rockchip RK3580, на 3568 жду Linux, то есть это будет какой-то универсальный такой мини-компьютер с функциями ТВ-бокса. А вот Yugus AM7, ну хоть убейте. Для меня непонятно преимущество, допустим, этого ТВ-бокса перед Yugus X4+, в случае, если я докуплю просто-напросто пульт от Yugus. То есть 2 на 2 Wi-Fi, Wi-Fi 6, да, Wi-Fi 6 нужен, если у вас все устройства в доме Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, да, корпус, 3 USB, ну туда можно поставить, допустим, тот же самый хаб, хотя я вам скажу, на одном из телевизоров я AM7 использую. И вот давайте так, пока во внетопе у нас UT8 и AM7, если UT8 у нас вырвется, вот я получу некоторые те функции, которые меня интересуют, кстати, у него работает HDR в YouTube, это была тема. Если я получу функции, которые меня интересуют в этом UT8, например, там Samba и все остальное, то 8 на 64 я могу организовать очень неплохой вариант NAS сервера. Потому что здесь поднимается и Plex Media сервер, а если будет Plex Samba и я подниму еще Matrix, то вообще это будет у нас такой себе уже достаточно интересный бомж NAS.
Бомжи NAS, при этом с функциями ТВ-бокса. Интересно? Интересно. Слушайте, ну топ-5 есть такой, как он есть на зиму 2022 года. Пишите свои варианты в комментариях, будет интересно почитать. Ну а если нравится то, что мы делаем с вами, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.